Бык внезапно взбесился и с яростью бросился на мужчину. Огромное животное мчалось прямо на него, не оставляя ни единого шанса спастись. Жена, увидев это, в панике схватила ружье. У нее были считанные секунды, чтобы спасти мужа. Руки дрожали, сердце бешено колотилось, и она уже была готова нажать на курок. Но в следующую секунду произошло то, чего не ожидал абсолютно никто. Михалыч, хозяин небольшой фермы на окраине деревни, больше всего дорожил не техникой и не урожаем, а своим быком по кличке Гриша. Огромный, почти тонна весом, темный, с мощной мускулатурой, он внушал страх всем, кто видел его впервые. Но своего хозяина слушался безоговорочно. Михалыч вырастил Гришу с маленького теленка, кормил его из ведра, ухаживал за ним и часто разговаривал будто с человеком. Со временем между ними появилось настоящее доверие. Однажды, жарким августовским вечером, Михалыч зашел в сарай, чтобы насыпать быку корм. Все было спокойно, как и всегда. Но вдруг Гриша резко насторожился. Он опустил голову, громко фыркнул и начал нервно скрести землю копытом. «Ты чего, Гриша?» – удивился Михалыч, делая шаг вперед. В ту же секунду бык рванулся. Огромное тело с силой толкнуло мужчину и прижало его к деревянной стене сарая. Удар был такой сильный, что у Михалыча перехватило дыхание. Гриша навалился всей своей тяжестью, не давая хозяину даже пошевелиться. На шум прибежала соседка, услышав крики из сарая. Увидев, как огромный бык будто нападает на хозяина, она в испуге закричала: «Отойди от него!» Но Гриша стоял неподвижно, тяжело дыша. Через несколько секунд он вдруг медленно отступил. Михалыч сполз по стене, пытаясь перевести дыхание, и показал рукой вниз. Прямо у его ног, в рыхлой земле, извивалась перебитая ядовитая гадюка. Змея заползла в прохладный сарай и уже приготовилась к броску, когда Михалыч сделал шаг вперед. Но Гриша почувствовал опасность раньше человека. Он сбил хозяина с ног, прижал к стене, чтобы тот не наступил на змею, и раздавил ее копытами. Михалыч медленно поднялся и посмотрел на своего быка. Гриша стоял немного в стороне, опустив огромную голову, и тихо мычал, будто чувствовал, что напугал хозяина. Мужчина подошел к нему, обнял за крепкую шею и тихо сказал: «Спасибо тебе, дружище». В тот вечер Гриша получил двойную порцию лучшего корма, а Михалыч еще долго вспоминал, как иногда настоящая забота может выглядеть как внезапная ярость. Так бык по кличке Гриша однажды спас своему хозяину жизнь.